Всем привет и добро пожаловать! Я Ира. А я Наташа, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Ну что, Ира, привет! Привет. И сегодня у нас очень интересный выпуск, потому что это новый формат, и мы теперь не только в формате подкаста, но и в формате видеоподкаста. Да. Какие твои ощущения? Но, если честно, очень волнительно в первый раз, потому что стоит камера передо мной, мы включены через видеоконференцию и даже не знаешь, куда смотреть. И у такого формата на самом деле есть плюсы. Например, сейчас нас могут видеть на Ютубе, кто хочет и может нас видеть. И также теперь доступны субтитры. Ну, и я думаю, о плюсах и минусах каждого формата мы и поговорим в этом выпуске. Давай, поехали. Поехали! Давай начнем с плюсов подкаста. Во-первых, это формат, который подходит для тех, кто очень занят, например, постоянно в дороге, или очень много гуляет, или занимается спортом. То есть и здесь у них есть возможность слушать и делать что-то в то же самое время. Да, то есть быть многозадачным. Да. Да, Я думаю, что это подходит больше женщинам, чем мужчинам. Да, и, кстати, сейчас в интернете популярны эти видео, когда камера поставлена, и, например, на кухне муж и жена разбирают покупки после магазина, после супермаркета, и там женщина успела разложить 3 пакета, пока мужчина просто считал яйца в коробке. Да, многозадачность — это, конечно, больше про женщин. Без обид, но это так и есть. Да, но среди наших патронов, например, и участников нашего комьюнити большая часть все-таки мужчин. Да, поэтому молодцы. Надеюсь, что вы многозадачны. Да, хорошо. Подкасты удобны тем, что их можно слушать в фоновом режиме, да, то есть то, что ты сказала. Но актуально ли это, и полезно ли это, и хорошо ли это для изучения иностранных языков? Да, я думаю, что это интересно тем, как у кого, возможно, высокий уровень, и которые могут не концентрироваться на каждом слове, возможно. А для новичков все-таки полезно посмотреть артикуляцию, как говорит носитель, как он выговаривает эти звуки. Да, совершенно верно. То есть новичку, которому нужна какая-то концентрация внимания, это не подойдет. Итак, мы перешли к минусам подкаста. Это то, что нет наглядности. Да, то есть сейчас, если вы смотрите видео, вы видите нас, и вы видите наши эмоции. И это тоже сложно для нас сейчас, потому что мы должны артикулировать тоже очень хорошо и показывать эмоции тоже, но мы научимся. Это всего лишь первый выпуск. Да. И, конечно, субтитры. Тоже, когда мы смотрим видео, у нас есть возможность читать субтитры, что очень хорошо. И когда мы слушаем подкаст, да, у нас есть скрипт, например, но все равно это нужно приложить больше усилий. Да, нужно зайти, скачать этот скрипт, следить на телефоне или распечатать, или где-то еще. Хорошо. И давай еще поговорим о том, как теперь отличается наша работа. Потому что раньше, я, по-моему, уже рассказывала в одном из своих влогов, мы с тобой созванивались в 8 утра. Да. И для меня это не проблема. Я думаю, что тебе это сложно, так как ты не жаворонок, то есть ты любишь поспать утром. Да, и мы созванивались в 8 утра, потому что это время, когда мои соседи еще не проснулись. И у меня было достаточно тихо в квартире, и мне было все равно, как я выгляжу в 8 утра. Я главное, проснулась,
да, а дальше разберемся. Дальше все пойдет. И сейчас, соответственно, нужно не просто проснуться, нужно подготовить стол, на котором у меня обычно много вещей. Я думаю, у тебя то же самое, Да. какой-то творческий, учительский беспорядок, да. Я еще Потом, добавлю, что нужно сделать уборку не только на своем столе, но и во всей квартире, так как видео уже включено, и да, должно быть все аккуратно и презентабельно. да, понятно, что мы не будем делать генеральную уборку, но все равно что-то должно быть чисто, вещи не должны висеть где-то, Да. наши личные, например. И также нам нужно выглядеть элементарно. Сейчас у нас очень жарко, Да. и нам бы очень хотелось, например, собрать волосы где-нибудь вот Пучок. здесь. Да, лицо тоже становится мокрым очень Мгм. быстро, но все равно нужно, чтобы это выглядело достаточно симпатично в кадре. Хорошо. Но и немного вопросов личного характера. Давай. Ира, ты чаще слушаешь подкасты или смотришь видео подкасты или смотришь видео? Что ты предпочитаешь? Мгм. Я очень редко на самом деле включаю подкасты. Мне нравится только одна единственная передача на французском, которую я слушаю по дороге куда-то. То есть режим многозадачности — это про меня, поэтому в этой передаче нет видео, но меня это устраивает. И я слушаю подкасты, когда еду на работу, когда я занимаюсь в спортзале, когда просто гуляю и так далее. Да, то Э, есть ты сейчас совсем не понимаешь, зачем мы это делаем, зачем мы делаем видео. Нет, я еще добавлю к этому, что видео я смотрю иногда, прям сажусь и смотрю, но чаще включаю как фон и занимаюсь своими делами. То есть тоже видеоформат, если у меня есть свободная минутка, я сажусь перед компьютером и смотрю все-таки это видео. Но часто бывает, что я просто включаю фоном как подкаст. Да, и, Поэтому очень соответственно, удобно. ты не читаешь субтитры, тебе не нужны субтитры. Нет, потому что я смотрю на Мгм. русском эту передачу. Хотя на французском тебе тоже не нужны субтитры, и на английском тебе не Да. нужны субтитры. Такое Поэтому счастье не включать субтитры. на самом деле, да, потому что тебе не нужно искать что-то специально с субтитрами, тебе не нужно Мгм. писать комментарии, спрашивать, где субтитры? Как писали нам. Нет, на самом деле иногда бывает в английском, когда я смотрю какие-то документальные фильмы или даже художественные фильмы, хочется иногда включить субтитры, но меня это больше сбивает с толку, потому что я концентрируюсь либо на картинке, либо на тексте. Но делать две вещи в одно и то же время у меня не получается. Да, и удивительно, как работает наш мозг, потому что вначале, когда мы включаем видео без субтитров, или даже подкаст без скрипта, мы думаем, боже мой, как это сложно. И потом наш мозг как-то подстраивается, адаптируется, и со временем Да. это кажется уже не таким невозможным Да, даже. кстати, подкасты на французском я начала слушать, когда у меня был вообще очень прям даже начальный уровень. Это были подкасты, то есть, ну, обычная передача на радио, то есть это не было адаптировано для иностранцев. Но постепенно как-то из этого просто потока речи ты начинаешь вычленять сначала предложения, затем слова, затем какие-то отдельные слоги, поэтому это очень интересный формат подкаста даже для самых начальных уровней. Да, полностью поддерживаю. И еще, что я заметила, что ученики, которые как можно раньше начинают аудирование и не Мгм. говорят, о, я сначала выучу язык, а потом буду что-то слушать, у них намного лучше грамматика. Да, Мгм. грамматика без зубрежки грамматики, потому что, ну, так устроен наш мозг. Он запоминает уже готовые какие-то фразы, Да, комбинации, и вам не нужно думать, какое там окончание каждый раз, да, хотя бы не даже, так много. да, даже вот структура предложения, она усваивается лучше, когда мы слушаем аутентичную речь. И то есть, когда нам нужно воспроизвести эту речь, нам не приходится задумываться об этой структуре языка.
Да, и, возможно, поэтому тоже в России такой плохой уровень английского, точнее, уровень владения английским языком, потому что в большинстве школ Да, это игнорируют правда. аудиозадания. Возможно, что-то поменялось. Мы просто были очень давно в школе. Ладно, не так давно. Может быть, поменялось, я надеюсь, что поменялось. Хорошо. И какой тогда подкаст на французском ты посоветуешь? Именно. Программу, которую ты слушаешь. Мгм. Эта программа называется... Назвать ее на французском? Да. Ну да, она же французская. Хочешь, переведи. Эта программа называется «Ça peut vous arriver», то есть это может с вами случиться. И там как раз обсуждают очень интересные бытовые темы, то есть, например, какие-то проблемы, которые могут случиться с каждым из нас. Это может быть плохой сосед, который постоянно шумит, может тебе понадобиться. Да. Это может быть, например, ты заказал доставку, но тебе эта доставка не пришла. То есть что делать, кому обратиться? Вот такие юридические советы, которые подойдут абсолютно всем. Класс. Я думаю, что эта рекомендация будет полезна многим, потому что среди изучающих русский язык очень много изучающих Да. других языков, поэтому пользуйтесь, пожалуйста, рекомендацией. И если вы хотите поделиться каким-то подкастом, передачей, который вы слушаете и вам нравится, вы можете тоже сделать это в комментариях, потому что обмен информацией — это хорошо, помогаем друг другу, подбадриваем. Да, друг другу, подбадриваем друг друга. Тоже. Хорошо, прекрасно. А ты что любишь слушать? Я люблю слушать, если честно, в последние 2 недели у меня был подкаст «Детокс». И вообще информационный детокс, потому что я поняла, что каждый раз я что-то делаю, я что-то слушаю, новости 3 раза в день, и в конце недели тоже новостные сводки. И потом я слушаю подкасты на немецком, на испанском. И я поняла, что слишком много всего. И я решила после нашего созвона... Выпуска. Нет, ну да, после нашего выпуска о медленной жизни, потом мы обсуждали это в разговорном клубе, я решила, что нужно немного замедлиться, потому что действительно, может быть, это хорошая идея сделать это сейчас, когда очень много тревожности и очень много всего происходит. Но я, если честно, большая фанатка Easy Languages, все, что они делают, это Easy German, Easy Spanish. Мне кажется, супер. У них есть видео, у них есть также подкасты. И How to Spanish — это подкаст, который я нашла не так давно. Его ведут молодые люди из Мексики. И испанский из Мексики — это испанский, который я очень хорошо понимаю. Поэтому я с удовольствием его слушаю. Но, конечно, сейчас уже не так много. И, некоторые исторические подкасты, например, «Короче, история». Но там тоже автор подкаста, он начал писать книгу, и, соответственно, у него нет так много времени, чтобы записывать выпуски подкаста. А это, между прочим, очень долгий процесс. Это кажется просто так: сел, поболтал и выключил, и все. Да, на самом деле нет. На самом деле у нас тоже есть план, и потом мы будем работать над видео, над аудио, над оптимизацией и всем остальным. Ну что, время заканчивать наш сегодняшний выпуск, и по традиции мы зададим вопрос недели. Какой сегодня вопрос недели, Ира? А какой формат вы предпочитаете, видео или аудио, и почему? Спасибо, что прослушали и просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами подкаста и получайте скрипт к каждому выпуску, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока! Пока-пока!